Отверстие бусины слишком маленькое для шнура? Посмотрите это видео, и вы узнаете, как нанизать бусины на толстый шнур. Бывает так, что нитка не пролезает в бусину, и нужен особенный лайфхак. Вы видели бисер на толстой нити? Сразу вопрос, как? Как они это делают? Как нанизать бисер на толстую нитку? Для этого берем нить, отрезаем отрезок где-то сантиметров 40 и завязываем пару-тройку узлов. Можно завязать 2 узла, можно 3. Я завязываю 3. Узелок у нас идет посередине. В итоге должно получиться где-то сантиметров 15. Теперь берем узелок посередине и в эту петлю протягиваем наш толстый шнур, на который мы хотим нанизать наши бусинки с маленькими отверстиями. Теперь нанизываем бусины на иголку. Смотрите. И продеваем бусину с маленьким отверстием на толстый шнур вдвое. Видите, как легко и просто. Это один из способов нанизать такие бусины на толстую нить или шнур. Сейчас рассмотрим еще несколько способов. Например, вот тот же шнур и та же бусина. Мы берем этот шнур, берем ножницы и под углом отрезаем, и получается вот такой вот кончик. Теперь берем бесцветный лак для ногтей или клей. Даже не ждем, пока он высохнет, и так нормально. Прижимаем и продеваем в бусину. Так получается далеко не всегда, к сожалению, но часто получается. Вот, например, еще бывает такой шнур. Это особенный шнур, он оплавляется и оставляет вот такой хвостик. Видите? Попробуйте, вдруг у вас такой шнур, на который вам нужно нанизать ваши бусины. Отрезаем и этот кончик протягиваем в бусинку. Сейчас посмотрим, получится ли. Получилось. Отлично. О, это очень толстый шнур, но он вот так вот может делать. Теперь берем самый жесткий вариант. Это жемчуг. У него всегда тонкие отверстия, в которые не пролезает даже иголка иногда. Делаем вдвое. В 2 нитки проходит. А теперь пытаемся сделать в 4 нитки. Не получается. Значит, такой способ. Берем клей и склеиваем эти нитки. Просто берем и склеиваем их. Тоже ничего не ждем, они приклеиваются моментально. И теперь нужно не ниткой на бусину, а именно бусиной наехать на это место. Это будет совсем по-другому. То есть, когда вы наезжаете бусиной, все получается. Ура, получилось! А это палочка-выручалочка, игла для бусин.
В нее просто вставляется нить и продевается в бисерину или в бусину. Но она не всегда есть под рукой, можно использовать таким же способом тонкую проволочку. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока!